Всем доброго утра. Сейчас уже утро, практически почти. Вот уже 15 минут пятого. Поскольку в эти дни очень такой насыщенный у меня был график, я немножко уставшая, иногда читаю с трудом, уж не обессудьте. Кто работает до утра, тот меня поймет. Но поскольку девочки распечатывают внизу, то и слова, и произношение, и все становится на свои места. Это так, к слову. В данный момент, как я обещала, эти 2 недели будут ритуалы и для обычных людей, но будут ритуалы для практиков в основном. Потому что я считаю, что практикам тоже пора уже более серьезные ритуалы подарить. Есть вещи, которые мало где можно найти, есть вещи, которые нигде не найдешь. Я думаю, что они будут благодарны. Но насколько я надеюсь на людскую благодарность. Друзья мои, то, что я собираюсь провести, называется крадник. Вообще колдуны, ведьмы, они вправе делать все, что они считают нужным. Поскольку у нас есть морально-этические определенные законы, которые каждый решает сам переступать или отодвинуть определенные запреты. Да? Бывают моменты, когда мы понимаем, что без этого никак, и нас приводит к тому, что мы должны воспользоваться и другими сферами своего ремесла. Одним словом, если ведьма что-то проводит, значит, ей это дозволено и разрешено. Объясню почему. Потому что если сила дает ведьме столь сильные ритуалы, значит, дает позволение это провести. Если бы она не хотела, то ей бы эти ритуалы не приходили. Поверьте мне, что без их воли, без их согласия и желания мы ничего не можем ни творить, ни создавать, ни проводить. Мы ни за что не отвечаем никогда. Ни наши потомки, ни мы за своих бабушек и дедушек не отвечаем. Потому что изначально мы уже ответили своей судьбой, мы уже заплатили за все своей жизнью. И я уже говорила, что мы не решаем. Они нас призывают, а раз они нас призывают, то они нам дают гарантию того, что мы за это все не будем отвечать. И мы не отвечаем. Иначе не было бы вселенской справедливости, согласитесь, если мы всю жизнь не хотим, но занимаемся, потому что нас вынуждают этим заниматься, и плюс ко всему мы еще должны за это платить. Тогда где же справедливость, да? Вселенская, космическая. Значит, этой справедливости нет, получается. А на самом деле мироздание, оно справедливо, и не может быть такого, чтобы они тебя призвали, они тебе дали, и они еще за что-то хотели, чтобы ты расплатилась. Если мы за что-то расплачиваемся, так это только за то, что мы делаем добро. Мы расплачиваемся за свое добро. Когда мы ожесточаемся и перестаем делать добро, я не говорю, что мы должны всем подряд зло делать. Я имею в виду, что излишнее добро тоже не очень хорошо, понимаете? Вот. И когда мы делаем излишнее добро, нас, конечно, одергивают определенными вещами. И тогда мы становимся более жесткие, более жизнеспособные, более сильные и идем вперед. Одним словом, крадник – это часть магии. Самое смешное – это когда люди, которые называют себя там причастны к магии, что они что-то понимают, мыслят якобы в магии, приходят от слова крадник, порча, в ужас и падают в обморок. Да, это как при слове водка падаю в обморок. Это очень смешно, и это настолько смотрится со стороны как-то странно, потому что удивляться, что ведьма делает крадники и порчи и прочее, по-моему, могут удивляться этому только умственно отсталые люди. Потому что ведьма может делать все, и хорошее, и плохое. Знаете, хорошее, плохое – это понятие относительное.
Ведь во Вселенной нельзя, чтобы все было хорошо и все было плохо, собственно говоря. Нужно и то, и это совмещать. Итак, дорогие друзья, в данный момент провожу кратник. Нужно распечатать фотографии богатых людей. Ну, это, значит, король Брунея и некий шейх, не знаю имени этого шейха, но, насколько я поняла, он один из самых богатых шейхов арабского мира. 2. Монет 3. Во время ритуала я положу эти монеты, значит, на эти фотографии. На фотографии одного из них нужно положить 2 монеты. Именно на фотографию того человека, который богаче, по вашему мнению. А на фотографию второго 1 монету. Объясню почему. Это как страховка. То есть ты у одного тянешь больше сил, а второй у тебя как для страховки. Когда его энергия закончится, он некоторое время будет эту энергию поддерживать, пока ты не поймешь, что денежный источник начинает иссякать. А значит, тебе это нужно повторить. Что делать с монетами после, я объясню. Мы берем энергию от мужчин, мы берем энергию от людей. Мы иногда просто одеваемся, выходим на улицу, привлекаем внимание, все на нас смотрят. Мы со всех тянем энергию себе. А когда мы хотим пройти незамеченными, мы можем пройти как серые мышки, и никто даже не поймет, что это вчерашняя шикарная женщина. Вот это и есть, которая там побежала в капюшоне куда-то в аптеку или за хлебом. Понимаете? Мы как желаем, так миру себе и показываем, собственно говоря. Итак, этот ритуал отлично подходит нам, когда нам нужно денежный поток себе открыть, но скажем, в этот момент у нас нет такой силы, мы уставшие, выжатые после многих работ, просто уже настолько, скажем, обессиленные от этих работ бесконечных, беготни туда-сюда и прочее. И нам нужно срочно усилить свою денежную энергию за счет богатых людей. С них не убудет, поверьте мне, если с них оторвется пару тысяч долларов, от этого им плохо не станет. У них в день по много миллионов доход. И для чего это делается? Наверняка эти люди тоже, знаете, не святые. И они тоже за что-то платят. И какая-то маленькая часть, как расплата, уходит ведьме от Вселенной. Как с них берется как плата за их богатую жизнь. Но эта плата для них даже незамеченно проходит, потому что для них это, скажем так, минутный расход, да? А для нас это весомые суммы. Мы просто-напросто, вместо того, чтобы делать денежные ритуалы себе, это сделать, то делать, там откупаться, туда приносить, мы просто берем и тянем с них определенный маленький процент богатства, который для нас абсолютно не маленький, это для них маленький. То есть мы сразу подключаемся к их энергии денег и забираем с них эти деньги. Через некоторое время, когда вы чувствуете, что поток денег начинает ухудшаться, уменьшаться, эти деньги относите, ложите под любым деревом, отворачиваетесь, водку ставите, говорите: «Я откупаюсь за крадник», отворачиваетесь и уходите. Потом снова повторяйте. Для чего созданы крадники? Дорогие друзья, сильные люди, они восстанавливаются. С них тянуть какую-то энергию, силу, удачу, это для них проходит безболезненно. Ничего страшного с ними не случается. Крадник – это часть магии, точно так же, как и порча. Точно так. Но это не порча, понимаете, на их голову. Это не какой-то ужасающий, не знаю, там, ущерб для них на самом деле. Это то, что незаметно уходит, но обновляет их энергию, поскольку они расплачиваются, сами не ведая того, в любом случае они расплачиваются, да, за свои богатства. И приходят ведьмы по справедливости вселенской, потому что иногда просто некогда и нету сил проводить себе огромные денежные ритуалы, и можно воспользоваться тем, что взять уже готовую энергию человека богатого и скачать с него определенную сумму себе. Эти фотографии сохраняйте. Через некоторое время эти люди, которые уже обновили свою энергетику, вобрали обратно эти все деньги себе и все, что есть, снова добавилось. Снова берете 3 монеты,
медные желательно. Если вы живете в другой стране и у вас просто, денег нету монет, возьмите купюру. Можно и купюры, конечно, монетами намного лучше. Тогда слова поменяете в ритуале, да, с монеты на купюру. Итак, по моему мнению, все-таки король Брунея более богат, чем этот шейх. Я так думаю. Это не имеет значения, кого из них вы выберете больше. Один из них отдает основное богатство, другой как подстраховка, как закрывает своей энергией этот поток, чтобы этот поток не уходил долго. Это может длиться месяц, может 2, у вас могут появиться очень много людей, у вас могут там ваши планы осуществиться, у вас начнутся заказы сыпаться, у вас могут просить то, это и так далее. А потом медленно угасает. Вы поняли, все, поток денежный закрывается, он себя исчерпал. Унесли эти монеты, оставили, откупились, как я сказала, и по новой проводим. Если вам есть желание. Если нет желания, конечно, можете вы провести, скажем, денежный ритуал. Вы уже усилите себя. Потому что энергия денег – это самая сильная энергия после энергии любви, секса и так далее. Человек, у которого есть деньги, он защищен. Не только потому, что у него связи, и он любовь может купить. И он спокоен за завтрашний день, потому что знает, что если он заболеет, есть деньги, если что, есть деньги. Нет, не только это. Вообще деньги, как энергия, они усиливают человека, понимаете? И чем больше у человека денег, тем он сильнее, тем он авторитетнее, тем его энергетика выше, и тем он больше защищен и от врагов, и от напасти, и от всего. Можете это посчитать как способность за все платить, все купить. Можете посчитать как просто такой обруч денежный, круг, который его берет в оборот и под которым он себя считает, чувствует защищенным, потому что это энергетика, это стена энергии огромная. В общем, я вам объяснила, почему этот родник можно провести только практикам, потому что только у нас хватит сил тянуть с этих людей, потому что мы энергетически равносильные, у них деньги есть, у нас сила есть, понимаете? И только у нас хватит сил стянуть с этих людей денежный поток. Простой человек, если это проведет, он за это очень сильно расплатится. У него не хватит сил на это. А это сильные личности, это очень сильные личности. Это личности, которые, может, ни одного человека убрали со своей дороги, пока поднялись. Это личности, которым дано, это личности, у которых порода есть, у них сильный род, понимаете, у них из поколения в поколение воины были, были люди денежные, сильные, там, властители, властимущие и так далее, венценосцы, одним словом. Поэтому простому человеку с таких людей этим ритуалом тянуть нельзя. Я думаю, что меня все поняли. Итак, начнем. Вот так берем в руки и говорим. 3 ворона на древнем дубе сидели. Вороны вы, вороны, дайте мне разбогатеть. 3 ворона, 3 монеты с древнего дуба кинули вниз. Инга ты, Инга, монеты подбери, на лица венценосцев ложи и духов проси. Пусть духи в монеты медные поселятся, да через те монеты тянут деньги с венценосных особ и тебе передадут. Кину я по монете на лицо венценосцев, духи вселяйтесь в медные монеты, да через те медные монеты тяните деньги с них ко мне. С них не убудет, а мне прибудет. Деньги и богатство. С них вас отрываю и к себе прилепляю. Крадник мой могучий, слово колдовское, с богачей, эмиров, султанов и царей отрываю долю себе, через монеты себе забираю. Монеты лежат в кошеле, через те монеты дорога золотая откроется. И с эмиров, султанов и царей денежная река потоком ко мне нахлынет, потечет, да сбудется. Заклинаю словом ведьмы, укрепляю навеки. Истинно заклято. После того, как я вам сказала, поток начнет уменьшаться. Относите эти монеты
ложите возле любого дерева, наливайте туда немножко водки, выливайте на землю, ставите бутылку водки, говорите: откупаюсь за родник, благодарствую, отворачивайтесь и уходите. Если есть желание, повторяйте. Можете повторить это до бесконечности. С них не убудет, они богатые люди. А вам это пригодится. Окуриваем вокруг них. Духи, в медные монеты вселяйтесь. Через эти медные монеты богатство с них тяните ко мне. Через медные монеты золотую дорогу открываю, золото, деньги, имущество, богатство рекою хлынет ко мне, потечет ко мне. Да будет так заклято. Истина. Все, попробуйте, сами увидите, что получится. Да, читаем 3 раза. Напомню на всякий.